Если раньше стояла цель перестроить продажи и найти объем продаж под те мощности производства, которые мы имеем, то сейчас ситуация за 2 года поменялась с точностью наоборот. Сейчас стоит задача создать индустрию под продажи. Мы являемся производственной компанией, которая специализируется на производстве униформы корпоративной одежды для сферы хорика, гостинично-ресторанного бизнеса. Компания существует достаточно давно, уже более 15 лет. Мы успешно представляем бренд «Эсперанто» на российском рынке. Компания изначально специализировалась на производстве медицинской одежды. Появилось много игроков на этом рынке. И эту войну с городом Иваново с точки зрения большого количества швей мы выиграть не можем. Поэтому мы решили уйти в другую сферу корпоративной одежды. Путь трудный, длинный, но меньше конкурентов. Конечно, мы начинали работать и 2 звезды, и 3 звезды. Вот нарабатывали опыт. И теперь мы специализируемся на производстве сегмента премиум, лакшери в этой сфере. Сергей Александрович Кошечкин появился в тот момент, когда производство могло производить все, что угодно, а продажи стояли на определенном уровне. То есть стояла задача укрупнения бизнеса, и основная задача, которая стояла перед Сергеем Александровичем, перестроить продажи. Бизнеса по сути не было, была стадия выживания. Мы понимали, что нужно создавать целую индустрию для того, чтобы пошли продажи. Индустрии создавать нужно на какие-то финансовые потоки, где их взять, если стоят продажи. То есть тут, конечно, есть варианты всевозможные решения вопроса с точки зрения кредитования, но это ведь абсолютная зависимость. Нужно какой-то там свет в конце тоннеля, чтобы мы видели. При первой встрече он, конечно, произвел впечатление с точки зрения знания вопроса, подхода к этому. То есть я внутренне понимала, что что-то нужно менять, поэтому мне нужен был профессионал, который, скажем, прежде всего в моей голове сделает перестройку, и мы совместно это будем внедрять, что в принципе и произошло.